Каспийский регион, богатый углеводородными ресурсами, притягивает к себе внимание и крупнейших потребителей энергоресурсов. Здесь сталкиваются в первую очередь интересы Евросоюза и Китая, которые стремятся провести свою политическую линию. Их целью является максимальное усиление конкуренции между производителями энергоресурсов на своих рынках, для того, чтобы, естественно, предложение превышали спрос, а тем самым цены на носители снижаются. Для этого они поощряют различные альтернативные проекты, нефти и газопроводов, многие из которых даже, как мы видим, не удастся заполнить, они не обеспечены ресурсной базой. Российские нефтегазовые компании также осуществляют свою деятельность в этом регионе. Это Лукойл, Роснефть, Газпром и другие наши нефтегазовые компании. Основным перспективным направлением развития топливно-энергетического комплекса региона является освоение акватории Каспийского моря, где к настоящему времени открыто много месторождений, некоторые из них уже переданы в промышленное освоение. Разведку и освоение ресурсов нефти и газа в акватории Каспийского моря и на прилегающих территориях, а также добычу углеводородов активно ведут также и сами прикаспийские государства, естественно, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, Иран. Одной из проблем, препятствующих эффективному освоению месторождений на морском шельфе Каспийского региона, остается спорный правовой статус акватории Каспийского моря. Неурегулированность вопросов, связанных с разделом нефтегазовых ресурсов Каспийского шельфа, создает проблемы, без решения которых реализация новых и эффективных проектов в этом регионе неосуществима. Последние 10 лет, 9 лет, кончая 2004 году, на Каспии мы вообще ничем никто не занимаемся. Кроме решаем частные вопросы относительно той части российской и казахстанской, которые сегодня подписаны соответствующие документы, дающие право работать в этой зоне. Азербайджан в этом же соглашении, но интересы у него в конфликтном разделе. Я хочу, это не просто голословные слова относительно этих 9 лет, да, а то, что с 2000 по 2004 год это удалось, я вам хочу сказать, что самое же главное, для того, чтобы сегодня о чем-то говорить конкретно, предлагая конкретные экономические проекты в основе вот этой программы форума, конечно, нужно решить правовые вопросы. За 4 года 2004, я вам хочу сказать, нам удалось 60% согласовать документ по правовому статусу, да, и насколько мне известно на сегодняшний день, и подписать трехсторонние соглашения между Азербайджаном, Россией и Казахстаном относительно северной части, потому что с южной на том этапе возникали проблемы, и мы решили, что идти к решению этого вопроса поэтапно. Проблема Каспия – это проблема и для России, и для государств, в юрисдикции, в которых находится Каспий. Эта проблема очень важна и очень важна для будущего нашего общего. Поэтому сегодня, говоря о развитии долгосрочных проектов геологоразведочных в Каспийском регионе, нужно понимать, что это одно из направлений, о которых мы сегодня думаем, для того, чтобы поменять ту ситуацию, которая сегодня складывается, следующий, пожалуйста, слайд, на рынке в целом, рынке нефти. Каспийский регион – это не только Каспий, это все окружающие его суши, является частью главного нефтегазоносного пояса Земли. И нужно понимать, что будучи юрисдикцией 5 стран, сегодня которых вы знаете, говоря о будущем России, если мы говорим о том, что это одно из направлений будущих России для нефти и сырья, то нужно понимать,
что граница между странами, она совсем не совпадает с границами административными государств, с границами идеологическими. И поэтому для нас кажется очевидным решение той будущей проблемы, которая она уже не будущая, а сегодняшняя проблема, говоря о долгосрочных проектах. Нужно говорить о совместных проектах. И это единственный путь для эффективного развития природных богатств региона. Это как связана нефть, так и все другие минеральные ресурсы, природные ресурсы. Что может стать, безусловно, базой для стабильного функционирования в целом этого региона. Сегодня речь идет, главная задача, о которой мы говорим, и понимание, к чему мы идем, это если у нас сегодня нефти, кстати, можно говорить и нужно задавать себе вопрос, а если нефть свободная от сероводорода, это того ответа, которого у нас сегодня нет. И изучен регион сегодня хорошо до 6 километров, все, что мы сегодня знаем. Мы сегодня говорим о будущем, это ниже 6 километров. Это та область, которая изучена плохо. Те пилотные проекты, которые мы предлагаем ставить нам все вместе, связанным государством. И, собственно говоря, база для таких проектов, она уже создана. Об этих пилотных проектах говорилось во время совещания межправительственной комиссии. Я о них сейчас об этих проектах скажу. Сегодня даже определены те основные команды, где как с казахской, так в данном случае это вопрос в первую очередь, та первая фаза, о которой мы говорим, касается в первую очередь России и Казахстана. И определены те группы экспертов, которые есть, это ГИН, эксперты в России, и, безусловно, вопрос, связанный о том, что за нефть, как на таких глубинах может быть нефть, какие источники, какого качества эта нефть, это это те исследования, которые должны сделать Институт проблем нефти и газа для того, чтобы ответить на эти вопросы. И затем сегодня созданы структуры государственные, Росгеология и Казгеология, которые должны объединить эти усилия и направить эти работы в русло, необходимые для единого понимания будущего стратегии обеих стран и в целом Каспийского региона. Вы видите первые эти два пилотных проекта. Надо понимать, что мы по этим два пилотных проекта, проекты региональный геотравикс, это проекты практические, методические, и изучение глубоких горизонтов. Изучение глубоких горизонтов. Сегодня первая фаза начинается с той части Передуралия, которую вы видите, заканчивается Тимиром в Казахстане. Но на самом деле эта задача, она более широкого масштаба. Говоря о пилотном проекте первом, это не просто проект научный, который должен нам показать или помочь решить научные проблемы, но это проект также методический, потому что, мы сегодня ведем речь о объектах, которые находятся на глубинах более 6 километров. Это карбонаты, которые очень сложно определять теми методами, то есть определяют, с этим работают. Но мы ищем метод, как лучше определить те объекты, которые мы ищем. Мы решаем не только проблемы, связанные научные и методические. Мы также думаем о том, что о тех возможных перспективных объектах, которые мы можем выделить, и может быть дать второе дыхание проекту, о котором вы много слышали, над которым очень много трудились Сируснефть и Казмунайгаз, это Курмангазы. Мы специально показываем это профиль, который идет с северо-востока на юго-запад в море. И мы, безусловно, ищем, справа вы видите на северо-восток, это объект, который отражает сегодняшнее гигантское месторождение, но, к сожалению, полное сероводорода, это Кашаган. И мы говорим о том, что если дать еще последний шанс Курмангазы, и возможно ли его дать, это как раз нужно понять ту структуру, где пересекать будет будущий профиль, который мы собираемся сделать с преломленными волнами, который мы предлагаем сегодня сделать. Безусловно, геологические риски, связанные с ним затраты, очень высокие. Откуда проистекает наш с вами взаимный интерес и
совместные исследования, объединенные на базе данных и опыта для формирования единого регионального видения. Бюджет проекта «Глубокие горизонты» это на первые 2 года это бюджет, который с переинтерпретацией сейсмики, с переобработкой сейсмики, это бюджет порядка 5 миллионов долларов. Естественно, вы можете понять, что если целевые объекты это порядок нескольких миллиардов долларов, то очень легко себе представить, каковы у государства могут быть выгода и интерес для будущего. Реализация этих 2 пилотов – это основа для осуществления единой стратегии стран СНГ в Каспийском регионе. И необходимо, на наш взгляд, ускорить принятие решений для того, чтобы эти проекты стали реальностью. Спасибо.